Музыкальный мой путь начался с того, что я с самого детства люблю слушать музыку. И практически немедля захотел ее играть. Мне родители купили гитару, я начал на ней тренькать и потихоньку совершенствовался в этом деле. И душа, так сказать, просила написания песен, что опять-таки немедля я и делаю. Получалось по-разному. И считаю, что получается все лучше. Надеюсь. Кстати, моя первая песня была, которую я написал, называлась «Новый год». Поскольку я очень люблю этот праздник, и как раз где-то под Новый год я что-то осмысленное такое уже сумел сыграть. Вот, и написал эту песню. Про проект сначала я играл всякий панк. Группа у меня была «Великое молчание». Это моя собственная. Еще участвовал во всяких других проектах, которых уже никто, слава богу, и не помнит. Нет, наверное, кто-то помнит. Это не суть важно. Вот, да, у меня была группа «Великое молчание», даже осталось куча записей, но мне, честно говоря, нынче нужно сильно отфильтровать этот материал, чтобы его куда-то выложить. Возможно, кстати, некоторые песни будут когда-нибудь перезаписаны, потому что там есть прикольные темы. Вот. Очень жалею, что я тогда не знал, как это более грамотно записать и преподнести. Вот. Поэтому пока это лежит где-то так для своих. Вот. Потом была группа «Глаха», которая уже в питерской андеграундной среде имеет какой-то вес, и память о ней живет. Это были славные времена клубов «Арктика», «Орландина», 2007-2008, где-то по угасанию до 2012-2013 группа жила, мы записали 2 альбома, несколько эпишек, сняли клип, покатались немножко, было круто, но когда я понял, что все, родилась Карма Раса, и вот это по-настоящему круто, без зазрения совести скажу. У меня еще есть, кстати, ambient проект Dying Avatar, атмосферный проект, можете послушать, я ссылочку, как это блогеры делают. Прикреплю ссылочку здесь. Ссылки в описании. Вот, прямо здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Ерема Нагваль. Увидимся в следующем видео. Пока. Мой музыкальный путь начался в детстве. Начался он благодаря родителям, за что я им по сей день безмерно благодарен. С привития хорошего вкуса к хорошей музыке, с того, что сумели разглядеть, возможно, зарождение таланта в чаде своем, за то, что отдали музыкальную школу, за то, что все детство из-под палки осваивал игру на разных музыкальных инструментах, играл в оркестрах, в нескольких ансамблях, участвовал в всяких конкурсах, потом это все переросло в школьную самодеятельность, а потом переросло в самодеятельность уже не школьную. Из коллективов, в которых участвовал, школьная самодеятельность переросла в такой инструментальный коллектив Perfectum, который, мы играли в основном несколько каверов, таких недолго продержались, поэтому особо не продвинулись. Потом был коллектив Йоган Вайс, о котором никто не знает и не помнит, кроме меня, наверное, и тех, кто в нем еще участвовал. Но, признаться, вспоминаю с теплотой тот период жизни. После участвовал в интересном проекте, прог-метал проекте Phantomic. Но дальше состояние проекта, к сожалению, это не продвинулось. Тоже играли прогрессивный металл, были увлечены музыкой группы Dream Theater, построили себе даже студию, чтобы записать первый и, к сожалению, единственный альбом. Но тоже дело никуда не пошло. А потом я оказался в группе Карма Раса и чертовски этому рад.
потому что это здорово. Музыкальный путь. Ну, начался он, в общем-то, с примерно того же, с чего начался он и у всех здесь отвечающих на вопрос. С того, что мне был привит хороший музыкальный вкус, рокового направления. Вот, конечно, были попытки девиации, но все равно, как бы, папа железной рукой направил меня в нужное русло. Вот, и я стал воспринимать правильную музыку. А как я стал не только слушать, но и играть, совершенно случайно. Вот абсолютно, как говорится, никто не ожидал. Я гулял где-то в районе Нарвской, ходил мимо музыкального магазина. И подумал, черт возьми, а надо купить африканский барабан, джембе. Зашел, купил. Начал доставать соседей и родных. Ну, а дальше пошло-поехало. Потом были некие попытки музицировать с еще какими-то упоротыми людьми. Потом каким-то образом непонятным меня засадили за барабанную установку на репточке. Я сам не понял тогда, что произошло. Ну и дальше пошло-поехало. Вот, да, чего-то пытался играть. Сначала у нас был типа фолк-роковый ансамбль, потом что-то более странное. В общем, успел и фолк поиграть, и какой-то металл, и классический такой хэви, а потом попал в карму расы. Собственно, вот так вот путь и начался и продолжается. Музыкальный мой путь начался в городе Тихвин. Встретился с замечательными людьми. Было классно. Играли тяжелую мелодичную музыку. Разные проекты были, их было очень много. Первый серьезный проект был уже, когда я перебрался в Питер. Вот, собственно, один из участников, вы наверняка знаете его, это знаменитый легендарный барабанщик Сварды Вовчик. Меня затащил в группу Гуаха. Да, это был первый такой тоже серьезный проект. Легендарный группа Гуаха. В общем-то, да, после Гуаха, в принципе, мы с Еремой и замечательными людьми из группы Inner Missing создали очень классный проект. И мы там довольно интересно экспериментируем до сих пор. И замечательно проводим время. Планы вообще обычно в творческом плане ни один нормальный человек не строит, потому что это все бесполезно. Творчество кармы расы рождается не по плану, как бы, не из головы, сугубо по вдохновению. В данный момент кого имеется, но вот пока я не чувствую какого-то прорыва, как это было с альбомом «Весна, снова весна». Вот. Но уже я чувствую, что где-то это рядом, в воздухе летает. Единственное, чем мы сейчас занимаемся, помимо, так сказать, написания музыки, мы пытаемся доснять клипы на наши песни с альбома «Весна, снова весна». Все идет через жопу, потому что зимы не было, лето прошлое тоже все планы нам сорвало. Вот. В общем, все идет очень тяжело. Это потому что строить планы не всегда как бы полезно и нужно. И нам нужно отпустить ситуацию и наблюдать со стороны, что происходит. Вот. Но мы стараемся, и клипы все равно мы достигнем. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Мы снимаем это в 2020 году, я напоминаю. Какие тут могут быть планы? Андрей Андреевич очень правильно сказал про планы и то вообще, насколько стоит их планировать. Вообще у нас есть какая-то тактика, мы ее придерживаемся, а дальше будет что будет, там посмотрим. Увлечения, на самом деле, я тут понял, что у меня нет никаких увлечений. Музыка это тоже не увлечение. Может быть, это прозвучит странно, деньги мы за это никакие там не получаем, я не живу на средства от музыки, но это основное, чем я живу, и все, что я делаю, там путешествую, да, читаю книги, смотрю фильмы, гуляю, там, я не знаю, пью алкоголь или делаю что-нибудь еще, оно так или иначе идет к одной точке, это творчество. Вот, чтобы что-то родилось из недр меня, это, пожалуй, действительно основное, ради чего я, наверное, живу. Вот, поэтому я бы не назвал все, что я делаю, как бы, там, помимо
музыкальной сферы увлечения. Это средство для достижения, так сказать, нужного результата. Когда что-то накапливается уже, после путешествий, прочтения книг, дикого похмелья, странных ситуаций, когда уже что-то рождается. Ребята, в наше нелегкое время, когда ты увлекаешься и погружен в музыку, и тебе чертовски нравится играть на музыкальных инструментах, играть музыку и осваивать игру на музыкальных инструментах, но помимо этого ты тратишь большую часть жизни на зарабатывание денег, чтобы себе это все позволить, иногда не хватает сил и времени на что-то помимо музыки, поэтому все довольно просто. Я люблю гулять, я люблю Петербург, я люблю созерцать красоту в любой форме. У каждого она своя, каждый видит ее в разных воплощениях. Поэтому чего-то оригинального я вряд ли смогу придумать. Сань, какие увлечения у тебя помимо музыки? Вот твой загар как бы Отчасти нет, это красный нос от алкоголизма, конечно. Солярий. Саня ходит в солярий, свободные от работы дни. Солярий, да. Солярий, на самом деле, вот считаю, что человек при должном желании солярий может найти везде. Пускай это курорты, не знаю, Красноярского края. Что очень просто взять рюкзак потяжелее и уйти в солярий. Там загорать. Можно загорать пешком, на воде, на лыжах. На лыжах вообще здорово загорается, кстати. Такой солярий, что просто вам не горюй. Много интересного совместного происходило. В двух словах это не описать. А байки совместных путешествий это не для протокола. У нас есть их байки из совместных странствий. Их довольно много, и на самом деле нам есть что рассказать. И лучше вам об этом не знать. Даже есть что показать. И, пожалуй, мы это сделаем. Кармарас!